Всем привет! Итак, вы готовы, я тоже готова, так что поехали в Крокус Экспо Helirash 2023. Встречай! А вот эти оригинальные такие штуковины. Смотрите. Ну, мне нравится побольше.
сверкающий штуковин. Вопрос, что это может как-то это все куда они с этим был? Сейчас пойдут, да? А мы-то может, у них на сайте на сайте. Нет, они брали. Вот оно у меня было, и я вот эти-то фотки, я же делал. Потому что я даже взял вашу почту, переслал изначально. Вот где же это видео? Где это видео? Потому что оно там есть несколько раз, и я не заметил. Где? Я вот заметил даже на видеороликах, да, и сам вот необычную эту штуку. Да, а это же не главный парк. Это Смотрите, какие у них хвосты. Винтики такие. Но, ребят, я люблю самолеты, но это интересно, интересная выставка. Совершенно не жалею, что пришла. Класс. Ну да, что вы реально не бездельем занимались? Нормально, Смотрите, если учебный час... Нет, вот я хочу покататься, провозить. А, ты не помнишь, сколько у нас авиакомпания 66 стоит? Спасибо.
70. Сегодня я просто I've seen better days, I've seen better days. But the words you say make those go away. I've seen better days, I've seen better. Ну что ж, выставка Хелераша 2023 мне очень понравилась. Я получила массу положительных эмоций, прекрасно пообщалась. И, ну что еще добавить, это было реально круто. Ну что ж, выставка закончилась, но сейчас мы с вами поговорим и о самолетах, и еще об интересных летающих штучках. Это будет интересно. Поехали! Ну что, ребята, вот это один из самых моих любимых журналов, особенно вот этот номер. Ну, смотрите сами, как он называется. И сейчас мы с вами в него заглянем, и я вам кое-что почитаю. Ну, смотрите, вот эта статья, например, мне очень понравилась. Как вы видите, тут 747 Боинг. И смотрите, я вот этого не знала, сейчас прочитаю. Облик современного пассажирского самолета определил Boeing 707, созданный в середине 50-х и переданный в коммерческую эксплуатацию Pan American World Airways в октябре 1958 года. Двигатели, расположенные на пилонах под крылом, позволили оптимизировать его силовую конструкцию. Подъемная сила давит на крыло вверх, а двигатели своим весом снимают часть нагрузки, заодно обеспечив хорошую аэродинамику и центровку машины. Вот это, кстати, очень интересно. Ну и, конечно же, фотографии очень интересные. Вот, кстати, этот Boeing 707. Ну вот, смотрите, какой красавчик. И тут идет речь о трехдвигательных самолетах, например, таких как McDonnell Douglas. Ну, а тут уже мы видим S-образный воздухозаборник одного из двигателей. И это уже Lockheed TriStar. Вот он. Ну, в принципе, такой симпатичный самолетик. Ну, а здесь, смотрите, какая красота. Очень впечатляет. И смотрите, я не знала, что, но главное, в Ил-86 была реализована концепция «багаж с собой». Самолет имел 3 собственных трапа, а на нижней палубе размещались полки для багажа. Больший диаметр фюзеляжа обеспечивал достаточную высоту потолка. В результате судну не требовались ни аэропортовые трапы для пассажиров, ни погрузочное оборудование для чемоданов. Люди подходили к самолету, поднимались на грузовую нижнюю палубу, сами размещали вещи на полках. Багаж потом фиксировался специальными сетками, а затем забирались по внутренним трапам на пассажирскую палубу. Вот это, кстати, интересно. Ну и как же без Airbus? И здесь мы видим Airbus A300. И что же мы можем прочитать про него? Это был первый в мире гражданский самолет со сверхкритическим профилем крыла, который улучшает аэродинамику на высоких дозвуковых скоростях и позволяет сделать конструкцию более эффективной и легкой. Сейчас такие профили применяются на всех пассажирских лайнерах. Ну а здесь мы видим уже Airbus A380. Написали толстый и быстрый, ну, не знаю, не согласна, мне он очень нравится, он, мне кажется, очень таким элегантным, что ли. И вот уже и Dreamliner, конечно, куда же без него. А вот здесь вот смотрите, какая интересная конструкция.
Мне, кстати, очень нравятся вот такие вот разработки уже идут. Ну, не знаю, красиво. Напишите в комментариях, как вам нравятся такие формы. Мне очень нравятся. Ну вот, смотрите, еще в тему выставки. Я их поснимала, кстати. Очень интересные штучки, автожир. Рекомендую, вот, может быть, захотите поучиться летать на них. Вот, такая вот вещь интересная. Смотрите, авиацентр Воскресенск. Берите на заметку. И вот еще такой вот вертолет. Интересный, необычная такая у него форма, на мой взгляд. Такой вот он. О, летать стало легко. И это не может не радовать. Схема такая тут. А написано, что взлетная мощность 250 лошадиных сил, крейсерская скорость 130 узлов, 241 км в час. Вот так вот. But the words you say make us go away. I've seen better